Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня мы будем с вами вязать вот такой интересный узор. Называется косы в ажуре. Он очень легкий, простой и лаконичный, очень логично вяжется. Схему я нарисовала по случайно увиденному в интернете. Вот такой шарф я, девочки, увидела в интернете. Очень мне понравился этот узор. Когда я перешла по ссылке, оказалось, что это платное описание этого шарфика, и схема, соответствующая описанию узора, тоже платная. Поэтому я нарисовала его сегодня сама для нас с вами. И мы будем сегодня вязать данный узор. Итак, мои дорогие, я сегодня буду вам показывать, как вязать вот этот узор. Очень красивый узор с косами. Здесь есть такая своя интересная предыстория, девочки. Я для нового проекта подыскивала узор. Очень долго я его искала, наверное, целую неделю. Каждый раз, когда у меня появлялась минуточка свободная, я старалась в интернете полистать что-то там, какие-то соцсети смотрела, Pinterest смотрела. В общем, везде искала и нашла шарфик. Совершенно случайно нашла шарфик. Хотелось вертикальный узор с косами в ажуре, понимаете? Вот, шарфик по ссылочке перешла, оказалось, что описание платное для этого шарфика. Поэтому составила схему просто по шарфику, да, ничего сложного там не оказалось. Вот, мне понравилось. Посмотрите, как приятно выглядит данный узор, правда? Косы в ажуре. Вот здесь два раппорта связано, вертикальная составляющая, все как я хотела. Поэтому сегодня будет вот такой у нас мастер-класс по данной схеме. Будем вязать узор. Смотрите, пряжу я использовала для своего проекта Yarn Art Merino Deluxe 50. Вот турецкая пряжа. В 100 грамм 280 метров. Полушерстяной состав. У нее 49% шерсть, остальное акрил. Вот такая шикарная пряжа. Очень мягкая, хорошей скруточки. Вот она у нас, видите? Из нее приятно вязать. Спицы я взяла 4. Спицы 4. И вот такой рельефная красота у нас связалась. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. О своем проекте я сообщу, значит, чуть позже, в своем новом задумке. А сегодня вы можете воспользоваться моей схемой и связать вот такой узор, применить его по своему желанию. Он подойдет как для кардиганов, жилетов, джемперов, шарф, опять-таки палантин можно связать. То есть у него очень большой спектр использования. Пожалуйста, буду очень рада, если вы вместе со мной разделите эту радость, эту находку. Считаю, что это очень оригинальный узор. И, в общем-то, я довольна тем, что он мне попался на глаза. Очень логичный узор. Я люблю логичные узоры, девочки, когда, в общем-то, все по смыслу становится понятно. Видите, здесь мы вместе провязываем и накид, 2 вместе и накид. Вот здесь у нас идет лишь небольшое переплетение, перекрещиваем 6 петель направо-налево, а в основном идет ажур. Такие вертикальные косы в ажуре очень ценятся, они визуально удлиняют фигуру. Любое плечевое изделие, которое вы возьмете связать, будет на фоне изнаночной или узора путанкой, будет шикарно смотреться. Сейчас показываю вам схему.
Вот таким образом выглядит схема узора. Ширина нашего раппорта составляет 13 петель и 22 ряда в высоту. Узор имеет условное обозначение традиционная черточка вертикальная – это лицевая петля, горизонтальная черточка – это изнаночная петля, кружочек – это накид, вот такой прямоугольный треугольничек это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. Ну все. Здесь еще перекрещивание 6 петель налево и перекрещивание 6 петель направо. Вот и все. Свяжем. Я думаю, вы поймете, что действительно очень логичный и простой узор. Очень красивый притом. Для вязания образца я набрала 30 петель. У нас будет с вами 2 раппорта вязаться по 13 петель, и между раппортами еще 2 изнаночные будут идти. Итак, вяжем первый ряд. Я рекомендую вам, девочки, начать со вспомогательных 2 рядов. Вяжем 6 лицевых, изнаночных, 6 лицевых. Это 1 раппорт. Затем промежуточные 2 изнаночные, снова 6 лицевых, изнаночная 6 лицевых. Вот, и изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли, а сейчас начинаем вязать первый ряд. Вяжем. Кромочную сняли, и сразу же у нас на 6 петлях будет идти перекрещивание направо. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли у нас за работой, следующие 3 перед работой. Меняем их вот таким образом местами и вяжем 6 лицевых. Изнаночная, следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли перед работой, следующие 3 петли за работой, вот они. И эти за работой петли 3 мы возвращаем с помощью правой спицы на левую. Поменяли. И все 6 также вяжем лицевыми. Связали раппорт узора на 13 петлях. Затем идут 2 изнаночные промежуточные, и повтор раппорта нашего пошел снова то же самое. То же самое. Так, и вяжем 6 петель, перекрещиваем опять направо, таким же способом. Меняем их местами. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Все 6 вяжем как лицевые. Изнаночная. Далее 6 следующих петель перекрещиваем налево. 6 петель снимаем на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. И возвращаем их на левую спицу. Все перекрестили, связали как 6 лицевых. Отлично. Все четные ряды мы будем вязать изнаночными, они являются, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная, снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. 2 изнаночные. И далее снова повтор раппорта. 6 лицевых. Изнаночная. 6 лицевых. Кромочная тоже изнаночная. Отлично. Переворачиваем 4-й ряд, вяжем
как смотрят петли. 5-й ряд вяжем. Кромочную сняли, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, связали. Вяжем 2 изнаночные, и второй раппорт начинается такой же: 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная. Так, 6-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. Вяжем 7-й ряд узора. Кромочная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, раппорт связан. Второй раппорт, затем вяжем 2 изнаночные, начинается второй раппорт, он вяжется так же, как и первый. Я показывать его не стану, чтобы не загромождать видео. Вяжем самостоятельно. 9-й ряд у нас с вами свяжется следующим образом. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан. 2 изнаночные вяжем промежуточные, и начинается повтор раппорта. Такой же вяжем. 11-й ряд. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, изнаночная, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Раппорт связан, остались 2 изнаночные и повтор раппорта точно так же вяжем. 13-й ряд вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Раппорт связан, 2 изнаночные остались и повтор раппорта снова. 15-й ряд у нас с вами. Вяжем. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связан, 2 изнаночные и повтор раппорта точно так же вяжется. 17-й ряд. Вяжем 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Вяжем 2 изнаночные и далее повтор раппорта точно так же. 19 ряд. Вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 лицевые. Связали. Остались 2 изнаночные и снова повтор раппорта такой же. 21 ряд вяжем следующим образом. 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, связали раппорт узора. И остались 2 изнаночные и снова повтор раппорта. Итак, у нас связан с вами полностью раппорт узора, который составлял 22 ряда в высоту. Вот сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его. Он становится очень пластичным, полотно, и влажное. Давайте еще раз. Тянем в ширину, в длину. Края тоже нам надо выпрямить. Вот эти закругленные, они у нас в расчете будут участвовать. Выпрямляем их. Так, выпрямили образец. Теперь в таком свободном состоянии давайте оставим сохнуть.